Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас с вами на обзоре голубая узбечка. Меня просили ей похрустеть. Мне пришла новая партия. Пришла партия отличного качества. Значит, мы похрустим ей в сухом виде. И у меня здесь пару кусочков влажные. Давайте приступать. Так, голубая узбечка. Очень и очень плотная, монолитная. Иногда в ней встречаются камни. Вот сейчас очень многие жалуются, что пласт пошел с камнями. Так что будьте аккуратны. Ее когда зачищаешь, она становится очень маслянистой. Вот такая красавица. Я ее расколола на удобные для себя кусочки. Это она окисляется. На свежем воздухе, когда лежит, она окисляется. Потому что в ней содержится соль. Вот такая вот. Но она очень монолитная и очень плотная. Вот видите, какая красивая. Черные вкрапления. Вот так вот. Видно вам? Вот такая вот. Она не ну, как бы кажется, что рыхловатая, когда ее колешь, но на самом деле нет. Это обманчиво. У нее просто структура такая кудрявая. Ну что, давайте приступим. Как обычно, погрызу, опишу. Я люблю грызть ее вот такими небольшими кусочками.
Итак, что касается голубой узбечки. Много ей не похрустишь. Во-первых, на поверхности соль, и когда постоянно кусаешь, она подразъедает губы. Не очень приятное ощущение потом. Значит, эта узбечка у меня попалась хорошо соленая, не слабо, ощутимо. Некоторые куски прям аж с легкой горчинкой. Сколько я грызла, она чистая. Ни разу не попался камушек, слава богу. Глина, значит, очень и очень плотная. Вначале хорошо хрустит, распадается на мелкие пластиночки, которые похрустывают, потом становятся такие, знаете, скользкие, приходится их ловить по рту. Значит, при намокании, когда вы ее разжуете, она образует тугую ирисочку. Я не скажу, что у нее критичное залипание, она не залипает, как астана. Нет, она в тугую ирисочку и комфортно жуется. Подзалипает, конечно, но не критично. Лично для меня. Вкус. Несмотря на то, что она соленая, она имеет свой вкус. Я описываю чисто свои ощущения. Каждый чувствует по-разному. У каждого, как говорится, свои вкусовые рецепторы. По вкусу для меня она сливочная, очень жирная. Вкус мокрой земли. Вкус иногда в некоторых кусочках сероводорода встречается. Кто-то именно так чувствует. Она не похожа на кембрийскую. Вот для меня нет. Кембрийская голубая узбечка совсем абсолютно разные. В ней присутствует вкус прям вот мокрого, такого чернозема соленого. Иногда чувствуется вкус гудрона. Вот сколько я раз брала голубую узбечку, она мне всегда приходила монолитная. Это пришла прям слоистая. Она прям на пластиночке расслаивается. Все зависит от того, какой попадется вам пласт. Очень классная, она моя любимица. Входит в список моих любимых сортов, список моих фаворитов. Голубую узбечку я люблю. Классная. Вкус бетона, кстати, в ней тоже иногда такого, знаете, мокрого бетона. Иногда тоже чувствуется. Напишите в комментариях, как вы к ней относитесь. Ну и сейчас давайте попробуем ее во влажном виде. Также похрущу и опишу. Не до конца намокла.
очень сильно залипла. У меня здесь нежный под боком. Сейчас сниму залипание и пишу. Итак, подведем итоги. Значит, узбечка голубая в мокром виде очень сильно залипает. Как по мне, она прям, вы ее откусываете, она вот крошится вот на такие вот кусочки и моментально прилипает к зубам. Она не хрустит, жуется мягко, откусывается мягко. Вкус, конечно же, насыщеннее. Прям вкус бетона, мокрого чернозема, такой, знаете, прям бетономешалка, вот прям вот конкретно так отдает. Есть привкус минеральный, есть привкус графита, грифеля от простого карандаша. Вкус многогранный. Она жирная, сливочная, но залипает она, конечно, в мокром виде, в таком очень сильно. Намного сильнее, чем в сухом виде. В сухом виде это все-таки ириска, а в мокром виде это прям пластилин. И соль не так ощущается, как в сухом виде. Соль становится такой мягкой. Она ощущается, но не обжигающая. То есть соль комфортная, я бы так сказала. На сегодня это все. Я исполнила просьбу своей подписчицы, которая просила меня погрызть голубую узбечку. Надеюсь, вам все понравилось. Всем огромное спасибо за внимание. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока-пока.